В России на протяжении 2 недель полиция проводит рейды и задержания мигрантов, в основном граждан Таджикистана. В их числе оказались не только рабочие на стройках и промышленных предприятиях, но также студенты. Силовики посещали мигрантов ночью или ранним утром, поднимали людей, проверяли документы, а тех, кто начинал задавать вопросы, избивали и задерживали. Проверки проходили не только в Москве и Подмосковье, но и в Комсомольске-на-Амуре и других регионах. Таджики сообщают, что аналогичные проверки мигрантов начались в Самарской области. В Самарской области остановили вот столько машин. Идут серьезные рейды. Проверяют тех, кто пришел пересекать границу. Скажите людям, чтобы они были осторожнее. Без штрафа не отпускают. Предупреждают они соотечественников. Массовые рейды и задержания начались еще в середине мая. Однако официальные органы впервые прокомментировали ситуацию лишь 2 июня. Управление региональной безопасности Московской области сообщило, что за 2 недели в отделение полиции доставили почти 1500 иностранцев. В отношении примерно 950 составили административные протоколы, а 148 человек собираются выдворить из России. Власти Таджикистана выразили озабоченность в связи с массовыми задержаниями своих граждан в Российской Федерации. В Душанбе ожидают, что российская генпрокуратура проверит действия силовиков, которые, по мнению таджикской стороны, проявляли неоправданную жестокость в ходе задержаний. Соответствующее обращение уже направлено генпрокурором Республики Таджикистан Юсуфом Рахмоном. Более живая реакция на происходящее последовала от оппозиционного политического движения «Национальный альянс Таджикистана». Представители этого объединения назвали жестокое отношение российских полицейских к мигрантам гуманитарным преступлением и выразили протест властям и России, и Таджикистана. Эти облавы сопровождаются нарочитым унижением человеческого и национального достоинства, умышленным демонстративно жестоким нанесением травм и увечий таджикским студентам в их общежитиях и рабочим на их рабочих местах. Эти репрессивные акции проводятся в худших традициях обращения гитлеровских нацистов с евреями и военнопленными. Мы требуем от российских властей немедленно прекратить отвратительное и недопустимое для уважающей себя страны беззаконие в отношении граждан Таджикистана и циничное попрание прав человека. Правозащитник Каримджон Йоров объясняет массовое задержание в России мигрантов именно из Таджикистана тем, что в отличие от граждан других стран Центральной Азии, таджиков меньше всего защищают власти страны. Работу посольства Таджикистана в России можно оценить на 3, отмечает он. По словам правозащитника, посол страны настолько пассивен, что посольство, можно сказать, существует только на бумаге. Карим Йоров призывает официальный Душанбе активнее защищать права своих граждан за рубежом и не обходиться лишь выражением озабоченности их положением. Ума-класс – это онлайн-школа для детей любого возраста. Вся школьная программа, официальное зачисление в любое время года, удобная IT-платформа, получение базовых шариатских знаний, углубленное изучение арабского и английского языков. Получите бесплатную консультацию на сайте umaclass.ru. Ссылка в описании.